Чтобы увеличить количество подтягиваний в одном подходе и получить первый результат уже через 4 недели, давайте подробно разберем рабочий метод наращивания общей суммы повторений. Суть этого метода заключается в том, что мы будем на каждой тренировке наращивать общее количество повторений за тренировку. Для лучшего результата и восстановления этот месяц лучше тренировать только подтягивания и больше ничего. Но можно и совмещать с другими движениями, результат будет чуть хуже. Как же повышать объем нагрузки и как выбрать, с какой суммы повторений начинать? Например, вы подтягиваетесь 10 раз. Первый подход мы делаем на максимум. Далее все остальные подходы выполняем около отказа, то есть с запасом в пару повторений, по ощущениям. Не доводим до того, чтобы мы не могли сделать ни разу. Перейдем к примерам. А на связи Владарович, я уже 10 лет занимаюсь силовым воркаутом и мне есть что рассказать. Первый подход на максимум 10 раз. После такого отказного подхода отдыхаем подольше, минуты 3, может 4, и делаем основные рабочие подходы около отказа. Допустим, это 8, 8, 7, 7 и 5 раз. В сумме получится 45 повторений вместе с первым отказным подходом. Перерывы тут уже между рабочими делаем по ощущениям, 1-3 минуты. Записываем свой максимум и общую сумму за тренировку. Затем отдыхаем 1-2 дня, подбирайте это для себя по восстановлению. Если отдыхаем более 1 дня, то в первый день отдыхаем полностью, а во второй день отдыха лучше провести облегченную тренировку с резинкой или австралийские подтягивания. То есть со сниженной нагрузкой от прошлого тренировочного дня, чтобы восстановиться лучше. На третий день проводим уже следующую основную тренировку. Либо же делаем без облегченных тренировок, тренируемся через день. Тогда в месяц выйдет где-то 16 таких тренировок подтягиваний. Как же мы прогрессируем нагрузку? Начиная со второй тренировки, добавляем объем повторений. Если на первом занятии мы сделали 45 раз, то на втором делаем 50 или 55. В общем, мы увеличиваем суммарное число раз. И таким образом, к концу месяца таких тренировок через день мы придем к сумме порядка 200 раз за тренировку. При этом напомню, что каждый первый подход мы делаем в отказ, а далее с запасом повторений, не закисляйтесь. Отдыхайте между подходами сколько нужно. Если прям сильно становится тяжело, например, вы сделали 6 подходов, а для общей суммы раз не хватает еще раз 20, то подключаем облегченные подтягивания с резинкой или австралийские подтягивания с опорой ногами на землю, чтобы доделать общую сумму. Также облегчение можно использовать, когда у вас сильно упало количество. Например, вы делали 10, 9, 7, 7, а потом резко 3, 2, 2 раза. Тогда эффективнее будет облегчить. Еще один совет – это когда вы устали, то перейдите к выполнению другого упражнения. Например, прокачка пресса или отжиманий на другие мышечные группы от подтягиваний. И так и мышцы не остынут, и вы восстановитесь подольше, чтобы доделать эту сумму повторений за тренировку. Со временем, даже с постоянным ростом объема нагрузки, вам будет все легче делать подходы, и вы сможете полностью делать их без помощи резинки или австралийских. А потом иногда для разнообразия можно и делать такую тренировку с утяжелителями на ногах на 3-4 кг. Или усложнять расширителями хвата для турника. При этом не обращайте сильно внимания на рост или падение интенсивности, то есть количество раз в первом подходе. Например, на какой-то тренировке вы сделаете первый отказной подход на 10 раз, на какой-то 12, а на какой-то и 9. И это нормально. Главное, чтобы постепенно наблюдалась положительная динамика. Постоянно прогрессировать нельзя. А вот в конце месяца проверьте свой настоящий максимум. Для чистоты эксперимента отдохните 3-4 дня. Возможно, промежуточно сделайте одну облегченную тренировку с резинкой без отказов. И спустя несколько дней отдыха проверьте свой максимум и сравните с началом месяца. Если вы достаточно восстановились перед проверкой максимума подтягиваний, то число раз должно обязательно вырасти. Для тех, кто не хочет останавливать тренировочный процесс на первом месяце, то можете продолжить дальше и не проверять свой максимум, не тратя время на 3-4 дня отдыха. А подтянетесь на максимум через 1,5-2 месяца, тоже предварительно отдохнув. Если ваш максимум во время новых тренировок откатывается назад или стабильно не растет,
то значит нужно увеличить время отдыха между тренировками. Теперь разберемся, какие же могут быть самые частые ошибки в тренировках и причины застоев результатов в подтягиваниях. К слову, напомню, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальными программами тренировок и питания. Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте. А также за символическую финансовую поддержку донатом на удобную сумму я отправлю вам свою книгу. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки в закрепленном комментарии под видео. Теперь по ошибкам. Например, вы подтягиваетесь 10 раз. И от тренировки к тренировке делаете всегда по 4-5 подходов. Возможно, все на максимальное число раз. А может какой-то один подход на максимум, а другие как получится. И так постоянно, на равное число подходов. Мышцы привыкают к одинаковому объему, и стресса, нужного для роста, не создается. Количество при этом расти не будет. А если делаете все на максимум, то рано или поздно вы упретесь в застой. Или есть еще ребята, которые, например, дошли до 10 повторений в 5 подходах и постоянно делают одно и то же, ни больше, ни меньше. Тут просто идет поддержание формы, то есть нужна обязательная прогрессия нагрузок в объеме или интенсивности. В рассказанном раньше методе увеличения общей суммы повторений нужная прогрессия у нас есть. Увеличивать объем, то есть количество подходов, мы можем хоть каждую тренировку, как в данном случае. Но вот интенсивность, количество раз в подходе, так быстро расти не может и будет то падать, то увеличиваться, но постепенно и уверенно расти. Когда мы подтягиваемся уже около 25-30 раз, то там будут другие методики. Отвечая на вопрос, как часто нужно менять методики, скажу так: пока работает, не трогай. Нужно какое-то время, может месяц, может 2, увеличиваем нагрузку и тренируемся. А как только мышцы адаптировались и результат остановился, то нужно менять либо метод тренировок, либо увеличивать восстановление и пересматривать питание. В увеличении и подтягивании результат за месяц зависит от нескольких моментов. Соотношение роста и веса, мышечной и жировой части. А еще, например, наличие анатомически длинных рычагов рук или лишнего веса тела будут замедлять прогресс. Также зависит и от скорости восстановления. А на это влияет сон, питание, ну и в некотором образе генетика. А по тренировкам влияют объемы нагрузок и количество дней отдыха. С лишним весом сложно будет прогрессировать и параллельно нужно худеть. Но и с недостатком мышечной массы и слабыми мышцами тоже можно стоять долго на месте по количеству. Поэтому изначально продумайте эти вопросы. У новичков может быть и в 2 раза расти количество в первые пару месяцев. А потом вот результат замедлится с ростом тренированности. В среднем 3-6 подтягиваний, иногда больше, можно прибавить за месяц, когда техника уже освоена и нормализован вес, и потом за каждое повторение нужно бороться. Если техника изначально плохая, то это тоже блокирует прогресс. Если количество раз уже более 20-25 повторений, то и каждое повторение дается сложнее, прогресс замедляется, тут уже нужно чередовать разные типы нагрузок и восстановления. И должно всегда соблюдаться прогрессия нагрузок от тренировки к тренировке и периодизация по сложности. Где-то будет нужна резинка для облегчения нагрузки, где-то статика, где-то частичные повторения, а где-то и небольшой вес отягощений до 3-4 кг, или тренировки наоборот с большими весами. Все это нужно, чтобы мышцы не адаптировались. Это все ориентиры результатов при условии, когда человек полностью вошел в режим по тренировкам. Поставлена хорошая техника выполнения, и вы наладили сон и питание. На остальное влияют индивидуальные моменты и текущий уровень физподготовки. Кстати, кому интересно, я размещу расширенную текстовую версию этого сюжета в телеграм-канале Владорович. Там всегда бонусные материалы к видео и чат атлетов для обмена опытом. Ссылка в закрепленном комментарии. Ну а вы при желании можете сказать мне спасибо за этот выпуск, поддержав канал монетой. Ссылка на донат в описании к ролику. Пишите, сколько вы сейчас подтягиваетесь на максимум и как поднимали количество раз. Делитесь своим опытом в комментариях. И я рекомендую к просмотру еще одно видео на экране о разных методиках увеличения подтягиваний. Там мы и встретимся. Лайк, подписка. Автор сюжета Владорович.